Всем привет! Сегодня мы с вами будем вязать сумку крючком. Вяжется она несложно. Я подготовила подробный мастер-класс, который подойдет для начинающих. А список необходимых материалов и инструментов я оставила сейчас на экране. Вязать буду в две нити. Одна нить Alize Bella, другая Siam Gawai. По ходу вязания деталей я буду все проговаривать в сантиметрах, поэтому вы можете заменить пряжу и заменить крючок. Какую пряжу можно взять в качестве альтернативы? Например, Gazal Jeans вязать в две нити или Yarnart Jeans тоже вязать в две нити. По составу пряжа лучше хлопковая, полухлопок, а также полиэфирный шнур. Первое, с чего начнем, это основная деталь. Берем пряжу, располагаем следующим образом и делаем кольцо амигуруми. У нас должно получиться вот такое перекрестие. Придерживаем его, берем крючок. Заводим крючок внутрь круга и вытягиваем рабочую нить. Перехватываем, после чего набираем воздушную петлю. Для этого заводим крючок за рабочую нить. И протягиваем нить через петлю на крючке. Набрали первую воздушную петлю. Вытянули немного. Из круга нам нужно достать вот этот короткий конец нити. Затягиваем. Первая воздушная петля у нас есть. Дальше нам нужно набрать еще 39. Опять заводим крючок за нить. И вытягиваем через петлю на крючке. Стараемся делать петли не слишком плотно, чтобы крючок хорошо скользил по петлям. Третья петля. Четвертая. Пятая. Шестая. Седьмая. Восьмая. Девятая. 10. Если не получается набирать петли не плотно, то можно взять крючок на полмиллиметра больше, то есть 4 миллиметра. Добираю до 40 петель. Цепочка готова. По сантиметрам она получается 23 сантиметра. Вы можете вязать такое же количество петель, как у меня, или добрать необходимое количество петель до 23 сантиметров. Дальше логику вязания я буду рассказывать. Приступаем к первому ряду. Для этого в начале ряда набираем воздушную петлю. Это петля подъема, мы ее будем провязывать в каждом ряду. Теперь заводим крючок во вторую петлю от крючка. Первая, вторая. Заводим сюда крючок. Вытягиваем рабочую нить. На крючке 2 петли, и мы их провязываем. У нас получается столбик без накида. Дальше находим следующую воздушную петлю, заводим крючок, вытягиваем рабочую нить, на крючке 2 петли, и мы их провязываем. Так продолжаю до конца ряда. За каждую воздушную петлю провязываю столбик без накида. Со следующего ряда будем вязать чуть плотнее, чтобы полотно у нас получилось достаточно плотным, так как мы все-таки вяжем с вами сумку. В конце этого ряда должно получиться 40 столбиков, то есть количество столбиков первого ряда должно соответствовать количеству воздушных петель, набранных в начале. Захватываем стенку воздушной петли и провязываем. Довязываем ряд. И последний столбик. В конце ряда пересчитываем количество столбиков. Посчитать их можно с помощью вот этих косичек. Каждая косичка соответствует одному столбику. Получается первый, второй,
третий, четвертый, пятый и так далее. Начинаем второй ряд, набираем воздушную петлю подъема, вязание разворачиваем и теперь находим вторую петлю, первая, вторая, заводим крючок за обе стенки косички, вытягиваем рабочую нить, провязываем столбик без накида. В этом ряду в начале и в конце ряда у нас будет прибавка. Прибавка — это когда мы вяжем 2 столбика в одно место, поэтому здесь нам нужно опять провязать столбик в это же отверстие. Заводим крючок и провязываем второй столбик без накида. Получилась прибавка. Дальше будем вязать за каждый из столбиков, а в последний столбик опять провяжем прибавку. Получается, мне нужно провязать 38 столбиков. Находим следующий, заводим крючок за обе стенки, вытягиваем рабочую нить, провязываем столбик без накида. Следующий столбик, за обе стенки захватили, вытянули нить и провязываем. Стараюсь вязать уже поплотнее. За каждый из столбиков. Провязала. В конце опять делаем прибавку. Последний столбик выглядит вот так. Здесь увеличенная косичка. Заводим крючок и провязываем прибавку. То есть первый столбик, сюда же второй. Второй ряд готов. Приступаем к третьему. Набираем воздушную петлю подъема, развернулись. В этом ряду мы вяжем только по столбикам, прибавки не делаем. Всего будет 42 столбика. Находим вторую петлю от крючка, первая, вторая, заводим сюда крючок за обе стенки и вяжем столбик без накида. Находим следующий столбик, провязываем опять же столбик без накида. Над каждым столбиком по одному столбику. Вяжем последний столбик этого ряда. Приступаем к следующему. Набираем воздушную петлю подъема, вязание разворачиваем. Находим вторую петлю, первая, вторая, заводим сюда крючок. Провязываем прибавку. Первый столбик, сюда же второй. Прибавка готова. Дальше вяжем в конце опять будет прибавка. Довязываю до прибавки. В последний столбик провязываю 2 столбика, то есть делаю прибавку. Первый, сюда же второй. Все прибавления мы сделали, дальше будем вязать по прямой. Ширина полотна после всех прибавок составляет 26 сантиметров. Далее провязываем 16 рядов по 44 столбика. Прибавления уже не делаем. Набираем воздушную петлю подъема, вязание разворачиваем, находим вторую петлю, первая, вторая, заводим крючок и вяжем столбик без накида. Если вы вяжете по своей схеме и делаете другое количество прибавлений, обязательно это записывайте, так как после того, как мы свяжем полную длину, мы будем уменьшать количество петель до начального. Все, провязала полотно, готово. У меня высота полотна получается 10,5 сантиметров. Дальше мы будем наоборот в начале и в конце ряда убавлять петли. В 21 ряду сделаем первые убавки. В начале ряда делаем воздушную петлю подъема, вязание разворачиваем. Теперь для того, чтобы сделать убавку, заводим крючок за первый столбик, вытягиваем петлю, заводим крючок за второй столбик, вытягиваем петлю. На крючке 3 петли и мы все провязываем. Проходимся через все петли. Убавка готова. Дальше вяжем 40 столбиков без накида и опять будем делать убавку.
Провязала в конце ряда убавка. Смотрим, вот как у нас выглядит последний столбик. Заводим крючок за предпоследний столбик, вытягиваем рабочую нить. Заводим крючок за следующий столбик, вытягиваем рабочую нить. На крючке 3 петли, и мы все провязываем. В следующем ряду вяжем 42 столбика, то есть убавки в начале и в конце не делаем. Находим вторую петлю и начинаем вязать 42 столбика. Провязали, набираем воздушную петлю подъема, вязание поворачиваем. В начале ряда будем делать убавку. Находим вторую петлю, заводим крючок, вытягиваем рабочую нить. Из следующего столбика также вытягиваем нить. На крючке 3 петли мы все провязываем. Дальше вяжем 38 столбиков и в конце ряда опять убавка. Довязали, в конце ряда убавка. Одна нить, вторая, провязываем все вместе. Воздушная петля подъема, вязание разворачиваем. Дальше в следующем ряду провяжем 40 столбиков, то же количество столбиков, которое было у нас в самом начале. Со всеми убавлениями мы закончили. После этого мы начнем обрабатывать края изделия. Довязываем этот ряд. Провязали. Теперь обработаем край изделия. Для этого провязываю столбик сюда же. Дальше мы будем вязать по этой части. Для каждого из рядов будет соответствовать столбик. Для этого ряда мы провязали один. Дальше спускаемся ниже. Заводим крючок. И провяжем столбик без накида. Это у нас второй ряд. Дальше для третьего ряда. Вот у нас есть отверстие. Сюда заводим крючок. Провязываем столбик. Берем маркер. И на этом столбике ставим маркер. Дальше вот у нас следующий ряд. Заводим крючок. Провязываем столбик. Следующий ряд. Опять следующий ряд. Следующий. Дальше мы будем вязать там, где у нас были провязаны столбики. Находим первый столбик, заводим сюда крючок. Провязываем первый. Дальше находим следующий столбик, провязываем. И у меня заканчивается нить. Берем новую нить. У меня закончилась только одна. Теперь эту нить оставляю. Буду вязать новый. Находим следующий столбик, заводим крючок и начинаем вязать. Эти две нити завязываем на узел и прячем в полотне. Над каждым из столбиков предыдущего ряда провязываем по одному столбику. Теперь мы будем вязать опять по краю, и для каждого из рядов будет соответствовать столбик. Для этого ряда сейчас провязываю столбик сюда же. Дальше для следующего и для следующего. Для этого ряда, для ряда провязала столбик. Теперь находим самый первый столбик, заводим за него крючок за обе стенки. Делаем соединительный столбик, для этого вытягиваем рабочую нить. Проходимся через одну петлю и следующую. Вытягиваем нить, обрезаем.
Вытягиваем. Дальше ставим второй маркер. Смотрим, вот у нас соединительная петля. Дальше отсчитываем первый, второй столбик. И на третьем ставим маркер. Соединительный, 2 столбика на третий маркер. Дальше мы будем вязать боковую часть и нижнюю. И чтобы начать ее вязать, нам нужно определить, какое количество столбиков от одного маркера до второго. Начинаем считать, включая петлю там, где маркер. Первый столбик, второй, третий, четвертый. Так далее считаю. Эти тоже все считаю. И последний столбик. У меня получилось 82. Берем нить, делаем кольцо амигуруми, заводим крючок внутрь круга и набираем одну воздушную петлю. Вытягиваем нить из круга, затягиваем. Дальше продолжаем набор воздушных петель. Одна у нас уже есть. Набираем 81. То есть мы сейчас с вами считали столбики. Такое количество воздушных петель нам и нужно набрать. В моем случае 82. 3 набрала, продолжаю. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и так далее. 82 петли набрано. Это количество нам нужно для столбиков без накида. Теперь мы добираем одну петлю, это петля подъема, находим вторую петлю от крючка, первая, вторая, заводим крючок и начинаем вязать столбики без накида. Мы так с вами уже делали. Каждой воздушной петле будет соответствовать столбик, поэтому столбиков должно получиться тоже 82. Довязываю до самого конца. Довязываем последний столбик за последнюю воздушную петлю. Пересчитываем количество столбиков, начиная с первого, должно получиться 82. Теперь мы будем вязать по 82 столбика в каждом ряду. Полотно должно получиться той ширины, которую вы хотите, то есть насколько вы хотите широкое дно и боковушки. Здесь можно увеличить количество рядов, уменьшить. Набираем воздушную петлю подъема, разворачиваемся и вяжем в другую сторону, начиная со второй петли. Ряд завершили. Опять воздушная петля, поворачиваем, находим вторую петлю, начинаем вязать. В этом ряду также 82 столбика. Провязала 11 рядов. По сантиметрам получается 6 сантиметров. Теперь мы обвяжем с вами боковые части и низ. Точно так же, как мы делали это на другой детали. Сначала вяжем столбик сюда же. Дальше спускаемся, и каждому ряду будет соответствовать один столбик. Дальше по нижней части также вяжем у каждого столбика по одному столбику. Над каждым столбиком вяжем по одному столбику. По нижней части провязали, теперь по боковой. Сюда же провязываю еще один столбик. Дальше над каждым рядом. Всего по боковой части должно будет получиться 11 столбиков. Довязываю. Провязала. В самом конце делаем соединительный столбик, находим первый, заводим крючок за обе стенки, провязываем соединительный столбик, обрезаем нить. Теперь ставим маркер на соединительном столбике, от него отсчитываем 11 столбиков, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, на 12 ставим маркер. Между маркерами получается 11 столбиков.
11 столбиков между ними. На другой стороне, вот здесь у нас был последний столбик, провязанный от столбика ряда. Сюда ставим маркер. Дальше от этого маркера отсчитываем 11 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 на 12 маркер. Между ними 11 столбиков. Связали основные детали, и теперь хочу сшить подклад для сумки. В этом мне поможет швейная машина Janome Eline 25S. Отличный вариант бюджетной и надежной машинки с милым дизайном. Машина оснащена нитевдевателем, что ускоряет работу. А традиционный вертикальный челнок знаком всем, поэтому обучиться шитью будет еще проще. Сшить подклад в сумку, подшить одежду или начать свой швейный путь можно с этой малогабаритной машинкой, ведь она выполняет 24 строчки, которые можно регулировать по длине и ширине. Это очень удобно, можно воплотить множество идей. Например, выполнить декоративную строчку или использовать разные по толщине ткани. А если нужно выполнить петлю для пуговиц, то у машинки есть автоматический режим выметывания петли. Достаточно лишь вставить пуговицу в специальную лапку, которая идет в комплекте. Кстати, про комплект. Здесь вы найдете все самое необходимое. Лапку для вшивания молний, выполнение пуговичных петель, потайного шва, атласных тканей и, конечно, универсальную лапку. В комплекте также идут иглы, нож-вспарыватель, шпульки, инструкция и педаль. А хранить все аксессуары можно в специальном съемном отсеке. Поэтому смело могу рекомендовать данную машинку для начинающих швей или для домашнего использования. Переходите по ссылке в описании и заказывайте на Озон и ВБ. А я начинаю шить подклад. Для этого вырезала из мешковины детали сумки, при этом не забываем сделать сантиметровый припуск. На деталях отметила места расположения маркеров, чтобы соединить детали в этих точках. Теперь прищепками соединяю боковую часть и нижнюю, начинаю сшивать деталь прямой строчкой, постепенно освобождая ткань от прищепок. В конце с помощью реверса делаю закрепку. С другой боковиной делаю то же самое. Отдельно хочется отметить плавный ход педали. Мне, как новичку, это важно, ведь я шью еще достаточно медленно. Все детали соединили, дальше делаю подгибку 2 см по всему периметру и пришиваю прямой строчкой. Подклад готов. Теперь хвостик от обработки краев нужно спрятать. Вот этот соединительный столбик теперь у нас заменяет столбик без накида. То есть он как бы накладывается сверху. Мы сюда же заводим иголку. На изнаночной стороне делаем узел. А саму нить прячем в полотне. Дальше будем делать карман. Берем нить, делаем кольцо амигуруми, заводим крючок, набираем воздушную петлю. Первая воздушная петля. Вытягиваем нить из круга, затягиваем. Всего нам нужно набрать сейчас 15 воздушных петель. Одну набрали, вторая, третья, четвертая, пятая, 15. 15 столбиков у нас будет. Дальше набираем воздушную петлю подъема, заводим крючок во вторую петлю от крючка и начинаем вязать столбики без накида. За каждую из воздушных петель провязываем по одному столбику. Всего будет 15 столбиков без накида. Довязываю до конца. Провязала 15 столбиков. Ширина детали составляет 9 сантиметров. Это был первый ряд. Всего нам нужно провязать 10 рядов по 15 столбиков. Набираю воздушную петлю подъема, разворачиваю вязание, нахожу первый столбик, то есть вторую петлю от крючка, начинаю вязать столбики без накида. С 1 по 10 ряд вяжем 15 столбиков без накида. 10 рядов готово. По высоте получается около 6 сантиметров. Дальше обработаем деталь. Здесь все так же, как и на боковых частях сумки. Довязала до верхней точки, и здесь, там где первый столбик,
мы делаем не соединительный, а тоже столбик без накида. Теперь мы развернемся и будем вязать в обратную сторону, также до края. Набираем воздушную петлю подъема, разворачиваем вязание, приступаем ко второму ряду. Таким образом мы сделаем углубление вот этого кармашка. Он будет не плоский. Довязываю до противоположной стороны. Довязываем. Здесь вяжем столбик без накида, вытягиваем нить, обрезаем, оставляя конец подлиннее, чтобы мы могли пришить этот карман к основному полотну. Здесь вы можете дополнительно провязывать ряды, если хотите сделать этот карман еще глубже. Всего таких деталей нужно 2. Дальше свяжем вторую часть нашего кармашка. Оставляем конец подлиннее, чтобы мы смогли потом эту деталь пришить. Делаем кольцо амигуруми. Набираем 16 воздушных петель. Первая. Продолжаем набор. 15, 16. После чего набираем воздушную петлю подъема, находим вторую петлю от крючка, начинаем вязать столбики без накида. У нас будет 16 столбиков без накида, на 1 больше, чем у самого кармашка, так как эта деталь должна быть чуть больше кармашка. Последний столбик. Всего сейчас будет 5 рядов по 16 столбиков. Набираю воздушную петлю подъема, разворачиваюсь, продолжаю вязать. Вяжем 5 рядов с 1 по 5 ряд по 16 столбиков. 5 рядов готово. Приступаем к 6-му ряду. Набираем воздушную петлю подъема, разворачиваемся и в начале ряда делаем убавку. Вытягиваем одну петлю, вторую, провязываем их вместе. После чего вяжем 12 столбиков без накида. Двенадцатый столбик. В конце ряда опять убавка. Провязываем вместе. Воздушная петля подъема, вязание разворачиваем, вяжем в начале ряда убавку. После чего провязываем 10 столбиков без накида. Десятый столбик. В конце опять убавка. Воздушная петля подъема, вязание разворачиваем, начинаем ряд с убавки. 8 столбиков без накида провязываем. Восьмой столбик. В конце ряда убавка. Воздушная петля подъема, развернули, в начале ряда провязываем убавку. Дальше 6 столбиков. Шестой. В конце ряда убавка. Воздушная петля подъема, развернули и в заключительном ряду, опять же в начале ряда убавка. 4 столбика. Четвертый. В конце ряда убавка. Дальше нам нужно обработать деталь по вот этому периметру. Обрабатывать детали мы с вами уже умеем, поэтому здесь я останавливаться не буду. И до вот этого края доходим. В конце ряда делаем соединительный столбик.
Обрезаем нить, оставляя небольшой конец. Нить прячем на изнаночной стороне, а эту будем использовать для пришивания. Таких деталей опять же нужно 2. Провязываем вторую аналогично. Дальше свяжем вот такую ручку, чтобы она была плотнее. Я буду вязать в 3 нити. 2 нити это Сиам Гавай и 1 Ализе Белла. Вы можете просто в 3 нити, если используете одну и ту же пряжу. Оставляем длинный конец, чтобы пришить саму ручку. Делаем кольцо амигуруми. Берем крючок 4 мм, набираем воздушную петлю. Набираем вторую воздушную петлю, находим первую и делаем столбик без накида. Теперь, вот так у нас расположено вязание, нам нужно его развернуть. Вот таким образом, боковую часть мы сейчас видим. Заводим крючок за вот эти нити. 3 нити должно быть. Из них вытягиваем рабочую нить. На крючке получается 2 петли, и мы вяжем столбик без накида. Сильно я не затягиваю. Теперь разворачиваю вязание вот так боковой частью. Нам нужно завести крючок за вот эти 2 петли. 6 нитей в сумме сейчас будет на крючке. Вытягиваем. Опять на крючке 2 петли, мы их провязываем. Опять же разворачиваем вязание боковой частью. Заводим крючок за вот эти 2 петли. Немного неудобно, ничего страшного. Зато ручка будет плотной. Завели, вытягиваем рабочую нить. На крючке 2 петли мы провязываем столбик. Разворачиваем. Вот они у нас, наши петли. Внизу на это не обращаем внимания, это наша ручка уже. Так мы будем постоянно крутить нашу ручку. Развернули. Когда вы будете вязать, то уже будет видно, куда нужно заводить крючок. Вот у нас лицевая сторона, а вот петли, за которые мы будем заводить крючок. Нам нужно для этого развернуть вязание. Заводим крючок за все вот эти нити. Длина самой ручки в моем случае будет составлять 66 сантиметров. Всего таких деталей нужно 2. Когда вы провяжете нужную длину, допустим, у меня она уже провязана, то вот у нас столбик провязан, мы просто вытягиваем рабочую нить, обрезаем, оставляя конец подлиннее и полностью вытягиваем эту нить из петли. То есть здесь просто вытянута нить из петли. Вяжем 2 такие ручки, длина 66 сантиметров. Теперь будем соединять дно и боковые части. Когда расставили все маркеры, обязательно нужно пересчитать количество столбиков. От одного маркера до второго маркера должно быть 82 столбика, включая столбики с маркером, то есть 82. С другой стороны тоже 82. Также у больших деталей от одного маркера до второго тоже должно быть 82 столбика, включая столбики с маркерами. И у второй детали тоже 82. Когда все это пересчитано, мы можем начать сшивать наши детали. Делать мы это будем соединительными столбиками. Берем нашу деталь,
Начнем сейчас соединять. Сначала завожу крючок там, где столбик, сверху вниз за дальнюю стенку. Дальше у второй детали также завожу крючок сверху вниз, подхватывая дальнюю стенку. Берем нить, рабочую нить вытягиваем из этих двух петель. После чего маркер можно снять. Продолжаем. Заводим крючок сверху вниз у одной детали, сверху вниз у другой детали. Вытягиваем рабочую нить, проходясь через все петли на крючке. Опять сверху вниз за дальнюю стенку. То есть мы соединяем ближайшие к друг другу стенки петель. Сверху вниз и вытягиваем рабочую нить. Проходимся через все петли на крючке. Сверху вниз, соединяем. Сверху вниз, вытягиваем. Заводим крючок именно сверху вниз, чтобы у нас была красивая косичка. За одну стенку, за вторую стенку. Вытягиваем. За одну стенку, за вторую и вытягиваем. Продолжаем так по вот этому периметру до маркера. И последний столбик провязываем. Вытягиваем нить, обрезаем, оставляя небольшой конец, чтобы на изнаночной стороне эту нить закрепить с помощью узла, а также спрятать внутри полотна. Вот так сейчас получается. Берем вторую деталь, опять же нить нашу рабочую, начинаем присоединять, заводим крючок там, где столбик, опять же за дальнюю стенку. Я сниму сразу маркер. На другой стороне также заводим крючок там, где столбик. И начинаем провязывать. Здесь у нас был соединительный столбик. Он заменяет столбик без накида, поэтому начинаем со следующего. Теперь пришьем карман. Для этого сверху отступаем 12 рядов. Вот они у нас здесь видны. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ряд. Вот у нас 12 ряд. Иголку пока вот таким образом ставлю. Теперь примеряю карман. Мне нужно, чтобы от края был отступ 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. Вот у нас 5 столбик, то есть у нас крепление по боковой части будет на этом уровне. Смотрю. Таким образом будут у нас располагаться карманы. Теперь разворачиваем. Вот у нас ряд получается. Заводим иголку и выводим на ряд ниже. Дальше берем деталь, заводим иголку снизу вверх за столбик. Дальше заводим иголку там, где у нас уже выходила нить, и спускаемся на ряд ниже. Затягиваем, после чего заводим иголку за следующий столбик.
опять иголку, нить у нас выходила уже из этого отверстия, значит, заводим сюда же и спускаемся на ряд ниже. Дальше за столбик. За основное полотно, за столбик. Дошла до самой нижней точки. Теперь буду пришивать к вот этому ряду и захватывать столбики. То есть смотрите как. Захватываем. И за столбик. За следующий столбик. Когда по нижней части все пришито, приступаем к пришиванию по боковой части. Начинаю пришивать. Опять же дошиваю до ряда, где и начинала пришивание. Дошили. Теперь захватываю здесь сверху нить и вывожу иголку на изнаночную сторону. Дальше на изнаночной стороне нить закрепляю. Сначала делаю узел. Дальше прячу нить в столбиках и обрезаю. Дальше пришьем вторую часть нашего кармана. Вывожу иголку из бокового столбика. Теперь сверху отступаем 9 рядов. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Будем заводить иголку между 9 и 10 рядами. Теперь прикладываю, смотрю, где у нас должна располагаться наша крышка. Начинаю пришивать там же, где пришивала сам карман. Теперь вывожу иголку. Захватываю столбик основного полотна, то есть по вот этой линии мы с вами двигаемся. И захватываю крышку. Можно по отдельности. Сначала столбик захватили, дальше от детали столбик. Дошили. И теперь выводим иголку опять на изнаночную сторону, там нить прячем. Закрепляем и прячем. Два кармана полностью пришиты. Теперь пришьем ручку. Я уже с одного края пришила. Поворачиваю ее вот таким образом, чтобы нигде не было перекрутов. Смотрю. Все, перекрутов нет. Дальше сориентирую вас, где будет находиться ручка. Отсчитываем 10 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. То есть после 10 ряда вот здесь у нас будет располагаться ручка. Спускаемся на 7 ряд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И теперь чуть-чуть в сторону делаю. Завожу иголку. Примеряю, смотрю. Все. Дальше вот таким образом придерживаюсь, завожу нить в иголку. Дальше захватываю основное полотно и с краю, вот у нас здесь есть нити.
их захватываю, вот эти вот. Следующий столбик вытянули, с края нахожу вот эти нити. В любом случае захватываю основное полотно и захватываю ручку. При этом не дошиваю до последних 2 рядов. Нужно пришить еще другую часть. Завожу иголку на изнанку, вывожу с другой стороны. Опять захватываю боковые нити. Дальше основное полотно. Боковую нить. Основное полотно. После чего вывожу иголку на изнаночную сторону, там закрепляю. Все, ручки мы с вами пришили. На другой стороне все то же самое. Опять отступаю 10 столбиков и 7 рядов вниз. Теперь нам нужно вшить нашу молнию. У меня молния длиннее, она будет просто спрятана внутри сумки. Для этого сейчас с помощью иголки нам нужно сделать вот такие стежки. Как рассчитать, какое количество стежков нужно сделать и на каком расстоянии. Теперь измеряем. У меня получается 27 сантиметров. Дальше пересчитываем количество столбиков по этой части от одного края до второго. У меня 44 столбика, теперь 27 я делю на 4. Получается, мой стежок должен равняться примерно 6 миллиметрам. Всего сейчас отмеряю 27 сантиметров. 27 сантиметров. Здесь у меня уже есть такая отметина. Получается, вот в этой части мне нужно уместить 44 стежка. У меня молния темная. Здесь я по линейке не отмечала. Поначалу я измеряла каждый стежок, смотрела, сколько он равен. Дальше уже плюс-минус на глаз делала. Вы можете, если у вас, допустим, светлая молния, то прямо по линейке отметить эти 6-7 миллиметров и по ним делать стежки. И я буду шить швом назад иголка. Для этого вывожу иголку на лицевую сторону. Здесь я ориентируюсь по вот этой вот линии, чтобы делать стежки по прямой. Здесь есть такая строчка, и я по ней стараюсь делать стежки. Нам понадобится иголка уже поострее. Делаю стежок 6 миллиметров. После чего нам нужно вывести иголку выше. Шов назад иголка, возможно, знаете такой. А дальше возвращаемся в точку предыдущего стежка. Здесь я сразу буду выводить иголку выше. Спускаюсь ниже. Вывожу иголку сверху. Спускаюсь ниже, вывожу наоборот сверху. Делаю стежки в одну нить. Вообще нужно заводить иголку прямо в ту же точку, но так как мы работаем с пряжей, здесь нитки могут перепутаться, поэтому я делаю очень близко. Не переживайте, что они получаются неровные, ничего страшного, когда мы будем обвязывать, этого не будет видно. Сделала полностью все стежки и нить прячем на изнаночной стороне, делаем узел и прямо в этом шве аккуратно прячем. Одну часть я уже полностью обработала, сейчас хочу на второй показать, как же мы будем делать. Берем крючок
2,5 мм или 2 мм, то есть какой-то небольшой. Почему такой? Будем проходиться через вот эти стежки, и большой крючок просто не сможет через них пройти. Берем нить. Теперь мы будем заводить крючок со стороны самого замка. То есть не с этой стороны, а вот с этой, то есть со стороны замка. Для чего я это говорю? Потому что когда вы будете делать другую часть, нужно будет заходить вот с этого края. Завожу крючок за стежок, вытягиваю рабочую нить, набираю воздушную петлю. Дальше заводим крючок за следующий стежок и будем провязывать соединительные столбики. Вытягиваем рабочую нить и проходимся этой петлей через имеющиеся. При этом я вытягиваю немного нить, чтобы у нас эти стежки не были слишком стянутыми. Вытянула немного. За следующий стежок завожу крючок. Вытягиваю. Прохожусь петлей через петлю на крючке. Тоже немного вытягиваю нить. И так продолжаю. Эти соединительные столбики не должны быть слишком плотными. Здесь я уже выполняю соединительные столбики двойной нитью. Протягиваю через петлю на крючке. Вытягиваю немного. Следующий. И через петлю на крючке вытягиваю чуть-чуть. И мы все-таки используем крючок меньшего размера, поэтому таким образом регулируем плотность вязания. Следующий ряд мы начнем вязать уже нашим обычным крючком. Провязали. Теперь набираем воздушную петлю подъема, вязание разворачиваем. Дальше находим вторую петлю от крючка. И теперь нам нужно завести крючок только за одну стенку, за ближайшую к нам стенку. Обычно мы заводим за обе стенки, но здесь только за одну. Провязываем столбик без накида. Дальше опять за следующую стенку вяжем столбик без накида. Крючком 3,5 мм. И так за все соединительные столбики провязываем. Только за одну стенку. Довязываю до конца. Довязываю вот здесь последний столбик. Пересчитываем. Должно получиться 44 столбика от начала. Теперь всего у меня будет 4 ряда по 44 столбика. Первый провязали, поэтому вяжем еще 3 ряда. Здесь все как обычно. Набираем воздушную петлю подъема, вязание разворачиваем и вяжем по нашим столбикам. Здесь уже намного проще. За 2 стенки подхватываем, как обычно. Вяжем еще 3 ряда. 4 ряда провязано, и нить я здесь оставляю. Вы сейчас провязали только по одной стороне. Вам нужно в конце оставить достаточно длинный конец нити и обрезать. Я обмотала вокруг пальцев и дальше на маркер все это повесила. После чего приступаем ко второй части обработки молнии. А прежде чем мы начнем вшивать молнию, нужно пришить подклад, если вы такое делали. Я также хочу несколько слов сказать про него. Мы сшиваем детали по той же логике, что соединяли вязаные детали. То есть сначала по одной части шов сделали, и по другой части тоже сделали шов. А подгибку я делаю для того, чтобы у нас весь подклад шел на одном уровне. Так как у нас часть дна меньше, чем боковая часть, поэтому я сравняла все под одну.
Дальше мы отступаем 2 ряда и присоединяем подклад. С одной стороны у меня присоединения не будет. Мы сюда будем вкладывать картон, чтобы у нас дно держало форму. Заведу вот таким образом нитку, сделала узел. Захватываем вязаную деталь. После чего подклад. Опять вязаную деталь захватываем. После чего подклад. Стежки делаю небольшие, несколько миллиметров. Пришила подклад, оставила с одной стороны. И здесь мы будем заводить картонку для дна, а также я спрячу оставшуюся молнию. Теперь мы с вами верхнюю часть прикрепим с молнией. Берем крючок 3,5 мм. Заводим крючок опять сверху вниз. Находим первый столбик. Заводим сверху вниз и вытягиваем рабочую нить. Дальше продолжаем. Мы с вами так уже соединяли детали. Сделали шов на одной стороне и повторяем все то же самое на другой. Теперь остается прошить вот эти части. Берем для этого иголку с большим ушком, захватываем нижнюю часть. На изнаночной стороне прячем нить. И вот такая сумка у нас получилась. Вы можете дополнить ленточками, какими-то игрушками. А если ролик вам понравился, то не забывайте подписываться на канал, писать комментарии, ставить палец вверх и до скорых встреч!